Приветствую, друзья! Я Евгений Романенко. Это мой видеоотчет об освоении руководства мастерской инженеров-менеджеров под названием «Системное саморазвитие». Первое руководство из программы «Личное развитие». В описаниях ссылочки на все эти ресурсы. Для начала предыстория. С системным мышлением и деятельностью школы системного менеджмента, нынче это мастерская инженеров-менеджеров, далее МИМ, я знаком с 2016 года. Про него узнал от Александра Павлюца, ссылочка на его ресурсы тоже в описании. Тогда мы начали с ним делать подкаст «Бизнес и интернет». Это оказалось моим таким своеобразным введением в системное мышление, даже не подозревая об этом. Все это время, эти 9 лет, я следил за блогом и ютубом ШСМ, морально готовился к обучению, я знал, что я туда приду, и вот в 2025 году я пришел туда, прочитав сначала стоявший в планах с 2021 года аж текст двухтомника «Руководство системное саморазвитие» Царина Царинова и Анны Лубенченко, сразу загорелся, но поспешил и чуть было пошел не туда. Сразу освоил Notion, который ждал несколько лет, стал там собирать конспект по системному мышлению, что было неправильно, загорелся моделью человек-платформа, моделью стали и жизнедеятельности бесконечно развивающегося деятеля, накачал книг из списка дополнительной литературы, запланировал чтение текстов, руководств практики саморазвития и введения в системное мышление. Так как у меня уже 20 лет встроена привычка много читать, я сразу начинаю читать литературу, но не по практике систематического медленного чтения, как оказалось. И вот мысль о том, что правильным способом является не потребление информации, а освоение руководства в AI Assistant, как-то не приходило в голову. Здесь снова помог Александр Павлович. Он с его подачи мы начали общение с Царином Цариновым по теме экономики сообщества МИМ, куда входят криптовалюты и токены. И сейчас эта тема является одной из тем моего личного исследования в рамках сообщества. Царина направила меня на путь истинный, отвратив от чтения текстов руководства и дополнительной литературы, сказав, что сейчас важно летом, это было по состоянию на июнь, настоятельно он порекомендовал осваивать руководство системное саморазвитие и параллельно практики саморазвития в AI Assistant. Я невероятно рад, что послушался, Царин. Спасибо вам за то, что вы настояли, и с первой недели июня я начал это освоение. Дальнейшее описание хода освоения результатов будет касаться, конечно, параллельного освоения этих обоих руководств, так как невозможно выделить, конечно, результаты только одного. Какие у меня были личные неудовлетворенности перед началом освоения? Конечно, базовая неудовлетворенность, которая преследует меня уже порядка 15 лет обучения у Павла Усановича Хайека, это неудовлетворенность уровнем экономического невежества человечества и нашего постсоветского пространства в области экономической теории и уровень этатизма на планете как следствие. Это беда человечества в 20 веке, мы знаем ее генезис, и, в общем-то, я сразу начал с высокого системного уровня, даже об этом не подозревая. Второе беспокойство по поводу усложнения мира, включая развитие искусственного интеллекта и собственные риски, связанные с тем, что какими-то прикладными практиками у меня сейчас обеспечивается жизнедеятельность и доход. Эти практики вряд ли state of the art, и важно понимать, как эти практики будут устаревать и какие практики придется осваивать наново. Лучшим образом для освоения новых практик, конечно же, нужно повышать свое мыслительное мастерство, интеллект-стек. Этот тезис был мной усвоен. И понимание того, что в непрерывно усложняющемся мире поведение потребителя, который добровольно отказывается усложняться и инфантильно-наивно требует и у бизнеса, и у тех, кого мы ошибочно называем государством, упрощения мира. А для упрощения в мире, который усложняется, кому-то надо взять на себя возрастающую сложность, чтобы упрощать для других. И вот это вот самое поведение потребителя, которое всегда мне претило, оно равносильно такому медленному самоубийству, добровольному отказу от выживания. Как говорил Эдвард Деминг, вы можете не изменяться, выживание не является обязанностью. Это тезис я давно понял и усвоил, где-то вот он меня вызывает, таким является главным драйвером. Нужно меняться, но важно понимать, как именно меняться. А вот поведение создателя, то есть человека, который ориентируется в этом мире, создает системы для других людей, что мне, кстати, очень близко как экономист австрийской школы, потому что я понимаю абсолютно, что предприниматель, создающий и решающий проблемы других людей, решает свои проблемы. Этот тезис мне известен из австрийской школы. Такое поведение увеличивает шансы на выживание, но ему надо учиться, потому что обычно здесь полагаются на интуицию, на быстро устаревающий опыт из прошлых предпринимательских проектов, метод проб и ошибок. Я насмотрелся этого в изобилии, потому что огромное количество проектов проходило, проходит и будет проходить перед глазами. Я вижу, какие ошибки там лепятся. Системное мышление, конечно, вряд ли там используется.
И вот вторая проблема усиливает первую, так как дезориентированные потребители, как правило, они не догадываются, что нужно брать себя, собирать в кучку и выбирать путь создателя и саморазвития, потому что это тяжело, сложно, долго, неудобно. Все научены о том, что есть простые решения, значит, они, конечно же, они побегут к государству, к чиновникам и попросят защиты в непрерывно усложняющемся мире. Конечно, они, чиновники, с удовольствием предложат это сделать и сделают. И, разумеется, за счет самих просящих, при этом себя не забывая. И тем самым, конечно же, возрастает масштаб этатизма и масштабы разрушения. Мне это предельно понятно как экономисту австрийской школы. Еще была одна неудовлетворенность – это многолетнее ощущение такой разобранности в деятельности, то есть непонимание, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Помните этот известный плакат с нецензурным выражением «Постоянно спрашивайте себя, а не ли я делаю в данный момент». Непонимание своих систем, проектов, ролей, методов, практик и рабочих продуктов, которые я ежедневно в изобилии создаю. То есть нет проблем с тем, что что-то делается постоянно, но есть проблема с пониманием, а нужно ли это делать и для чего это делается в итоге. Непонимание приоритетов, зачем, что и как делать в первую очередь. В общем, такое огромное желание многолетнее достичь осознанности в своих действиях, чтобы в каждый момент времени понимать, какую работу, по какой практике, в рамках какого проекта по созданию какой целевой системы, по какому методу я делаю и как это ведет прогресс 7 альф, 7 или больших альф системной схемы проекта к воплощению той целевой системы. Ну, то есть тотальная осознанность, системное мышление, я знал, дает это. Дальше была неудовлетворенность разрастающимся постоянно бэклогом, то есть списком задач по контенту, который хотелось потребить в течение своей жизни. Это и книги, это и лекции, это и контент в YouTube, и телеграм-каналы. Это все, у меня глаза разбегаются, я нахожусь в положении такого ребенка, который зашел в детский мир, ему хочется все и сразу. И понятно, что жизни не хватит на это все, но хочется, и это желание никуда не девается, потому что хочется расширять кругозор, хочется познавать, хочется саморазвиваться. Это у меня привычка еще с детства. Но несмотря на ежедневное потребление контента, на ежедневное инвестирование времени в него, темпы разрастания этого бэклога превосходят темпы его освоения. То есть создается ощущение, что жизни на это не хватит. Например, в списке книг у меня около 2000 наименований, какие-то хочется перечитать, какие-то хочется прочитать, и вот постоянно добавляются новые, а темпы переработки, конечно, отстают. И касательно конкретных предпринимательских проектов, в которых я занят был, являюсь и буду занят, как правило, в разных маркетинговых ролях, то есть в области системы предпринимательских интересов, в них, как я наблюдаю, и даже сейчас регулярно возникает осознание у фаундеров и у команды необходимости что-то менять, чтобы проект продолжать, а не закрывать. Потому что вот между этой дихотомией продолжать или закрывать проекты всегда балансируют, даже если это не осознается. Ну вот, что именно менять, как и зачем? Тут, как это обычно бывает, у команды бывает затык, спор, конфликт гипотез и неспособность договориться. Ну, сразу системный мыслитель скажет, понятно, не владеете системным мышлением, договориться не способны. И я понимал, что системное мышление делает возможным рациональную работу в проекте, то есть наведение внимания на нужные объекты и постоянное удержание коллективного внимания, достижение коллективной договоренности, что резко упрощает работу в любом проекте в принципе, в любой деятельности в принципе. То есть, как минимум, оно позволяет, дает способ, методику отбраковывания явно ошибочных гипотез, которые не проходят вот системный мантру, эти тесты, и избавляет от рисков применения предпринимательской интуиции, методов проб и ошибок, то есть позволяет перевести проблемы в задачи и далее в работы, повышая шансы на успех проекта с первого раза правильно, если он делает. То есть можно быстро проверить, сделать health check проекта и понять, его надо пивотить, его надо закрывать, или лучше вообще его не открывать, потому что там допущены ошибки. Но чтобы применять этот метод мышления, его, конечно же, надо освоить. Пришлось грызть границы системного мышления. Таким образом, в июне этого года я начал осваивать руководство «Системное саморазвитие» и параллельно практики саморазвития. В системное саморазвитие инвестировано 60 часов 25 минут. Каждый день мне удавалось инвестировать не менее 2 часов, какие-то более 4. В течение недели я обычно осваивал по одному разделу руководства «Системное саморазвитие» и одному разделу практики саморазвития. Но вот в последние недели я решил добить системное, закончить, записать этот отчет и сосредоточиться на одних из самых важных разделах стратегирования и планирования руководства практики саморазвития, потому что они большие, системные, у меня там проблемы, я хочу в них погрузиться до конца августа, до момента окончания подписки моей «Бесконечное развитие». Итак, результаты освоения. Что
важного произошло за время эти 2 с лишним месяца. Главное, я бы отметил, это проникновение понятия системного подхода в голову. Я жду метаной, где-то она уже вот здесь на подходе, и попытка уже применения их на материале личных и рабочих проектов. В частности, я начал совершенно добровольно орг-развитие в одном из рабочих проектов в области Web3, который связан с криптой, с децентрализацией, потому что я там увидел воочию проблемы с пониманием всей командой целевой системы и метода и практик ролей. Ну, в общем, засучил рукава и начал делать, потому что больше, похоже, некому. А отдельно отмечу главное для своих коллег по области австрийской экономической школы, праксиологии, сторонников либертарианства, анархокапитализма, всех сторонников свободы. Что роднит праксиологию как формальную, априорную, логическую, дедуктивную науку о человеческой деятельности, самая разработанная часть которой является экономическая теория, австрийская школа, известная в вот этой аббревиатуры, и системный подход, как набор эвристик, то есть догадок, не претендующих на статус научной теории, тем не менее хорошо себя зарекомендовавших и проверенных на материале множество сложных проектов и даже включенных в стандарты и своды знаний. Например, пресловутый стандарт ISO 15288, он как раз об этом. То есть, с одной стороны, наука, с другой стороны, набор эвристик. Поэтому, наверное, вряд ли нужно даже разрешать этот вот эпистемологический конфликт. Впрочем, я об этом скажу дальше, потому что системное мышление — это, в общем-то, не наука, это просто набор практик, которые, конечно же, базируются на науке, но об этом будет чуть дальше. Так вот, что роднит австрийскую школу и системное мышление — это методологический индивидуализм и субъективизм. Дело в том, что системное мышление второго поколения, оно всецело начинается с выявления внешних проектных ролей. То есть там есть принцип «система в глазах смотрящего». Сначала выявляются люди и их субъективные интересы, и определяет, собственно, что такое система. Потому что систем, как отдельных объектов, их не существует в природе. Это способ смотрения на мир, способ нарезки мира на такие объекты, с которыми понятно, как работать. Всегда рассмотрение любой деятельности через призму субъективных ролевых интересов всех лиц, на которых влияет деятельность в проекте создания системы и которые влияют на деятельность. То есть внешние проектные роли выявляются и внутренние, которые выявляют внешние и, собственно, с ними работают. Несмотря на очевидный для любого австрийца эпистемологический клэш между праксиологией, где аристотелианская эпистемология, и системным подходом, где эпистемология философии американского прагматизма конца 19-го, начала 20 века, эта тема отдельного исследования, она тоже появилась, именно сторонникам австрийской школы, особенно занятым в предпринимательских проектах, особенно включая обучение других, потому что мастерство тоже целевая система, я рекомендовал бы обратить по этой причине, по причине родственности на уровне методологического индивидуализма и субъективизма, внимание на системный подход, на системное мышление в понятиях системного подхода, не критикуя его за эпистемологию. Это очень удобно стартовать именно нам с этой отправной точки зрения. Как мне представляется, рассмотрение их совместно как, с одной стороны, теоретического, праксиологического, формально описывающего аксиоматически человеческую деятельность, и практического такого синтезирующего инженерного фреймворка в человеческой деятельности, оно дает ключ к решению давно стоящей перед всеми нами, сторонниками свободы и австрийцами, проблемы по преодолению антагонизма предпринимателей к австрийской школе, которого вроде бы не должно быть, потому что никто так, как австрийская школа, не описывает и не защищает предпринимателя как главного движущего субъекта экономики. Но мы знаем прекрасно предпринимателей, которые цитируют «Капитал» Маркса или каких-нибудь интервенционистов, и которые про школу не просто не слышали, а к капитализму настроены антагонистически. Вот это вот странное положение дел, вот, мне кажется, системное дает суть и ключ к решению этой задачи. Возможно, это тоже будет темой отдельного исследования. Черновик на эту тему я уже запланировал. Важно, что, например, австрийская школа, она вводит понятие разделения труда, и на этом останавливается. Это мы знаем из праксиологии Мизеса, с человеческой деятельности. А системный подход, он по определению междисциплинарный, который вплетает в одну упряжку и коня, и трепетную лань, он разбирается, как это самое разделение труда в конкретных проектах устроено. То есть, забегая вперед, чтение великолепного трактата Мизеса «Человеческая деятельность» не даст вам ответов на вопросы, как вам в личном, конкретно в вашем предпринимательском проекте по выпеканию булочек или чего-то там за сервиса, на что обращать внимание.
Хотя, конечно же, деятельность в этом проекте будет подчинена и законам праксиологии, и законам психики, и законам физики. Последний абзац человеческой деятельности. Но праксиология не поможет здесь. Как математика в целом или логика в целом не поможет вам создать конкретный мост. Нужно что-то еще. И вот это вот набор эвристики есть системное мышление. Поэтому здесь конфликта, скорее всего, нету. Но это тема отдельного исследования. Сейчас не буду на ней останавливаться. Более того, я заметил, что всем либертарианцам и всем анархокапиталистам системный подход дает сильнейшие аргументы, которые невозможно опровергнуть, почему системы или проекты, которые создаются чиновниками на отнятые у общества ресурсы, они по определению неуспешны. Это красной нитью там прописано, потому что критерии успешности системы и удовлетворения всем интересам вводится четко. Этическая сторона в системном подходе у Анатолия Левинчука и коллег прописана очень четко. И против этих аргументов ничего нельзя возразить. Поэтому из этого делает вывод, что если человек реально освоил системное мышление, то первое, что он поймет, что любой проект, который делается на деньги государства, делается государством, по определению является неуспешным, и его надо либо закрывать, либо как минимум не участвовать в нем ни в какой роли. Поэтому загрузка в голову системного подхода в дополнение к чтению Мизеса, к австрийской школе и либертарианству, анархокапиталист является дополнительным инженерным иммунитетом для инженеров и предпринимателей, таким эшелоном обороны в своей голове против этатизма. Не секрет, что многие предприниматели не понимают этого. Но вот системный подход показывает, что если ты имеешь дело с государством, то ты прямо, осознанно или нет, создаешь, чувачок, неуспешную систему. И поэтому ты не должен этого делать. Особенно, если ты делаешь орудие убийства, например, или системы слежки. После системного мышления заниматься госпроектами, ну, извините, человек занимается, значит, он чего-то не понял, и надо ему осваивать это дальше. Поэтому владеющий системным подходом он не должен, не может и не будет, если он последовательный, логический человек, сотрудничать с государством, делать проекты на госбюджетные деньги. Ну а если таки будет, то возникает вопрос, действительно ли он освоил системное мышление, трансдисциплины этики, раз так не учитывает этику и интересы множества внешних ролей, которым государство наносит ущерб, отнимая у них деньги и делая на их деньги проекты, которые они добровольно бы не заплатили, или создавая целевые системы, которые игнорируют интересы десятков тысяч людей, например, интерес к жить, создавая оружие и орудие убийства. Это дает очень большой материал для размышления в нашу конкретную эпоху. Если такой деятель помогает это делать, ну, ответ очевиден. Системным мышлением он точно не руководствуется и шкуру на кон ставит неправильно. Еще одним результатом стало осознание, что главной целевой системой в жизни каждого человека, в моей личной, является мое жизненное мастерство, то есть система под названием «Создатель-деятель». И проект по созданию этой системы – это проект бесконечного саморазвития, для чего потребуется бесконечно, пожизненно, в течение жизни инвестировать не менее 2 часов времени в день без перерывов. И такой рецепт очень удобен, он понятен и удобен. Это как чистить зубы каждый день. Никто же не спорит, что нужно принимать душ или чистить зубы. Соответственно, инвестировать в жизненное мастерство, саморазвитие – это главная задача любого развивающегося человека. Ключевой целевой системой является мыслительное мастерство, как часть мастерства жизненного. Кроме него есть еще мастерство собранности, саморазвития, также множество прикладных мастерств в соответствующих практиках. Рабочим продуктом мыслительного мастерства является гипотеза, как переводить проблему, то есть то, чего никто еще никогда не решал, метод решения которой неизвестен, в задачу, метод решения которой известен, и надо лишь поставить соответствующих профессионалов в ролях с соответствующими прикладными практиками, чтобы ее решить. То есть проблема переводится с помощью системного мышления в задачу, а задачи в работы, которые остается просто выполнить. И вот это вот должно быть особенно близко всем коллегам, знакомым с термином troubleshooting, потому что такое же troubleshooting. Это решение проблем. Здесь я обращаю внимание на наш подкаст с Олегом Бродинским, который так и называется, troubleshooting, 429 выпусков, записанных, кстати, с 2016 года, можно найти на моем канале. Мыслительное мастерство представлено 16 методами фундаментального мышления интеллект-стека, которые поддерживаются соответствующими одноименными трансдисциплинами, и они все осваиваются в программе «Исследовательское развитие» в МИМ. И именно мыслительное мастерство позволяет создателю или деятелю легко совершенствовать текущие прикладные практики, то есть каждая практика поддержана дисциплиной технологии, совершенствование означает замену технологии на более современную, а вот развитие — это освоение фундаментально новые практики. Старую отбрасываем, новую ставим, новая дисциплина и новые технологии. И делать это легко в течение
всей жизни бесконечно. Именно мыслительное мастерство, как такое вот интеллектуальное ядро, позволяет эти практики легко осваивать. Таким образом, вы всегда уместны, вы всегда владеете нужными навыками, которые позволяют создавать рабочие продукты, за которые платят деньги. При необходимости можете их освоить. Лучшей гарантии в непрерывно усложняющемся мире, на мой взгляд, сложно представить. Но она требует инвестиций в освоение этих методов мышления, фундаментальных интеллект-стека. Это не просто, года два потребуется, поэтому ответ, чему учиться в 21 веке взрослому человеку, звучит как: учиться нужно мыслительному мастерству деятеля по методу мастерской инженеров-менеджеров. Все ссылочки на ресурсы я поставлю внизу. Если вы захотите это делать так же, как и я, то, пожалуйста, используйте мою реферальную ссылку, чтобы все было по-честному. Поэтому разделение людей в 21 веке на создателей и потребителей отчетливо приводит меня к выводу, что шансов на выживание в непрерывно усложняющемся мире у первых, то есть создателей, на скользкую дорожку, в кавычках, которых я вступил тоже, у первых сильно больше, потому что они не боятся сами усложняться, чтобы бороться со сложностью. Ведь кто-то же должен брать на себя возрастающую сложность, чтобы упрощать ее для других. Поэтому мыслительное мастерство, растущее постоянно за счет освоения руководств МИМ, оно отвечает за то, что называется exploration, то есть исследование новых сфер, в которых можно освоить новые прикладные практики, то есть заниматься развитием. Тогда как прикладное мастерство, которое есть у вас, например, у меня мастерство ведущего, интервьюера, или у вас мастерство стилиста, парикмахера или программиста, это exploitation, вы эксплуатируете текущую делянку. Она закончится, особенно с приходом искусственного интеллекта. Придется осваивать новое, а чтобы освоить новое, нужно уметь освоить новое, нужно уметь учиться. И поэтому курс называется «Саморазвитие». В частности, встраивается навык саморазвития, в курсе практики саморазвития встраивается 8 практик саморазвития, способов, методов профессионального ученика быстро осваивать новое и сложное, об этом чуть дальше. Поэтому по результатам я сформировал свою личную образовательную траекторию, и на период до 31 декабря 2027 года, то есть 2 с лишним года, она включает все руководства МИМ по программам личное развитие. Все личное развитие я планирую закрыть до конца 2025 года, программам рабочее развитие и исследовательское развитие. В AI Assistant они по ссылочке, моей рефералочке, можете пройти туда, зарегистрироваться, увидеть и бесплатно почитать текст руководств, что прекрасно совершенно, то есть понять, какой объем материала предстоит освоить. Ну а чтобы начать осваивать, нужно будет делать подписочку «Бесконечное развитие». Еще один результат фундаментальный – это осознание понятия практики как фундаментального объекта первого класса, чему посвящен целое руководство методология. Его связь, с одной стороны, с философией, с другой стороны, с науками, причем формальными, естественными, гуманитарными. Здесь мне очень помог сильно чат GPT, который расставил все по местам и дал тему для исследования. И вот то, что практика каждая поддерживается всегда какой-то дисциплиной или теорией, которая вводит набор объектов, понятий, с которыми, собственно, практикующий работает, с помощью технологий, создающих рабочие продукты, и все это описано в дисциплине. Это открывает очень сильно такой портал в вау, то есть какой-то кусок деятельности мира открывается, который был неявно представлен, теперь мы на него явно можем смотреть. У меня лично произошел именно такой инсайт. И если с этим распространенное выражение некоторых предпринимателей, что я практик, меня эта ваша теория не интересует, не загружайте меня, дайте мне практику, ну, сейчас она мне звучит как фантастическая идиотская глупость, признак фундаментального невежества взрослого человека, потому что любая практика — это сначала теория, это, даже если вы этого не понимаете. Это как ходить по Земле и отрицать наличие планеты и всемирного тяготения. Наверное, с такими людьми надо осторожнее. Поэтому я начал личные исследования по теме связи практик, науки и философии, нашел фундаментальный конфликт. В общем, искусственный интеллект здесь очень сильно помог, но надо правильно задавать этому подлецу вопросы, потому что он иногда уводит в сторону. И я думаю, что это исследование дополнит начатое ранее исследование по теме экономики сообщества МИМ. Я осознал полностью ключевой тезис Царина Царинова о том, что культура — это совокупность методов. И действительно, культура, как вся внебиологическая деятельность человека, или по определению Павла Усанова, первое было определение из Андрея Пилипенко, его культурологии, смыслогенетической теории. Культура — это вся внебиологическая деятельность человека. А у Павла Усанова определение — это все культура, это все минус природа. Так вот, вся внебиологическая деятельность, она вся идет по каким-то методам или практикам, начиная с мышления и научный метод сюда же. И вот методология, как такая трансдисциплина, она описывает, в принципе, изучение метода любой деятельности, начиная с мыслительной.
Даже вот сейчас метод говорения сюда в Zoom, это тоже метод, он по какой-то практике делается, у него есть дисциплина и теория. Вот это вот открытие указывает на такую область, которую хочется познавать. И к моему пониманию культуры с точки зрения и человеческой деятельности Австрийской экономической школы как экономиста, с точки зрения интересующегося смыслогенетической теории культуры Андрея Пилипенко, добавилось еще понимание с точки зрения системного мышления. То есть картина собралась еще больше, целый пазл, объект отдельный проявился и достроил общую картину. То есть я сильно усилил свое мировоззрение, это прям физически я это ощущаю. Сформирован экзокортекс, то есть все внешнее, что помогает мыслить, не буду его перечислять, важно у каждого свой. Отдельно отмечу удовлетворенность от учета инвестированного времени, знакомства с практикой инвестирования и учета времени, установки трекера Focus To Do, оплатил пожизненную подписку, и сейчас вижу удовольствие, как от цели фокусировки времени, и время учитывается, не пропадает, видно, как накапливается, понимаю, что 2500 часов в год фокусировки, цифра Церена, это совершенно реальная вещь, потому что если можно делать 7 часов в день, 50 часов в неделю, 2500 часов в год, понятно, куда это время уйдет, можно горы свернуть. И сформировал личную базу знаний в виде такого дашборда, открытия понятий заметки, черновики, заготовки, публикации, сняли проблему неудовлетворенности, разрастающейся бэклогом. Теперь я вижу свой бэклог задач из заметок, черновиков, заготовок и публикаций. Еще раз я немножко прифигел от осознания того чудовищного количества контента, который я нагенерил за последние 15 лет. В этом не было проблемы, но это было немножко бессистемно, можно было сделать больше и лучше. Теперь я вижу, как можно из уже нагенеренного сделать множество хороших публикаций. В общем-то, я понял, что уже давно мог написать книгу, и даже не одну, простой переработкой материала, загруженного в голову. И у меня даже появилась идея по написанию такой книги, возможно, вместе с Павлом Усановым, потому что она будет, скорее всего, посвящена деньгам, как феномену, который я лучше всего проработал за истекшие лет 20, начиная с литературы по личностному росту и саморазвитию. За время обучения освоения руководства я написал 96 публикаций в клубе, оказалось удобнейшее место для хранения черновиков, из них 53 было заготовок или публикаций, то есть публичных, остальное все черновики. Все, что мне попалось под руку, я перенес в черновики, теперь у меня в едином месте работаю с черновиками. Разобрал годами копившиеся заметки, оказывается, я выяснил, что у меня все эти продукты были, я просто не осознавал, что это заметки, что это черновики, что это заготовки. Теперь само наведение внимания на эти понятия позволило их увидеть и понять, что с ними делать. И вуаля, снялась проблема неудовлетворенности. Теперь у меня, несмотря на то, что объем работы этот никуда не делся, но я теперь вижу процесс этой переработки в реальном времени, и я им управляю. А раньше я его даже не осознавал. Ну, конечно, я осознал, что 20 лет я читал, я этим гордился, но я понял, что читал совершенно неправильно, я не делал исчезающих заметок. Тем не менее, не все пропало. Я понял, что можно исправить. Я понял, как исправить. И следующие 20 лет я точно буду читать правильно. Теперь я об этом знаю как. В процессе освоения руководства я дополнительно перечитал книги Левинчука Анатолия «Системное инженерное мышление 2015», которое прочитал в 2016 году еще тогда. «Образование для образованных 2021». Прочитал книги «Evolution Evolving» группы авторов. Книгу Макса Тегмарка про искусственный интеллект «Life 3.0». Книгу Педро Домингеса, рекомендованную в списке Анатолия Левинчука «The Master Algorithm» про машинное обучение, а также прочитал параллельный текст руководств «Системное мышление 2022» и «Методология 2022». Здесь Саша Павлиц, еще раз спасибо за рекомендацию, я понял, что такое методология. Ну, параллельно, поскольку заинтересовался темой исследования связи практик науки и философии, потребовалось прослушать несколько плейлистов русско- и англоязычных лекций по истории и философии науки. Это потребовалось для начала исследования по теме конструктивного конфликта между философией, наукой и практиками. Много чего я для себя обнаружил, на что навело внимание обучение в университете Хайека. И, кстати, обучение в университете Хайека у Павла Усанова, некоторая грамотность философии сразу показывает, сразу видно, где ChatGPT, например, выдает книги, откровенно левых или постмодернистских философов. Сразу это видно, и сразу можно дополнительными вопросами задать ему вопрос, а что там по австрийской школе, а что там по эпистемологии объективизма, по Айн Рэнд. И ChatGPT тут, извиняясь, виновато, додает тебе нужное. Вот не зная этого, невозможно спросить и получить правильный ответ у него. Поэтому работа с ИИ, она позволит умным умнеть, а глупым
глупеть дальше, потому что надо понимать, что у него спрашивать и как, и проверять результаты его ответов на валидность. А для этого нужно уже иметь интеллект. Поэтому все, кто рассчитывает, что и им поможет жить, ну, наверное, ждут тяжелые времена, поэтому задумайтесь о своем интеллекте. Ну, а те, кто хочет развивать интеллект, конечно же, и это великолепный помощник, и я предвкушаю возможность использовать и в качестве персонального тьютера в рамках дальнейшего освоения руководств в МИМ. И неудовлетворенность по поводу разобранности своей частично я снял, в том числе с помощью Александра Павловича, проведя инвентаризацию своих целевых систем, проектов, ролей, практика рабочих продуктов. Саша Павлович разработал целый сервис, целую систему, потому что он давно варит системное мышление. И поэтому, если вы хотите применить системное мышление в вашем предпринимательском проекте, разложить все по полочкам, что и как, зачем делаете, не владея системным мышлением, только начиная осваивать, то welcome, ссылки на сервисы Александра Павловича в описании, то есть вы можете прийти к нему с вашим проектом, и он там наведет порядок через наведение порядка в вашей голове. Он покажет вам, что с точки зрения системного подхода делается. Вам для этого, повторюсь, не обязательно владеть системным мышлением. Вы можете о нем даже не подозревать. Но порядок Александр наведет, и возможности для оргразвития покажет. Это круче, чем консалтинг. Если консультанты обычно, я занимался бизнес-консалтингом лет 10 назад, я знаю, что там никакого системного мышления нет в помине. Здесь оно есть, и оно сразу в правильных понятиях разложит вам систему вашей деятельности в вашем проекте. Ваши целевые системы, ваш инженерный сегмент, ваш менеджмент, ваши надсистемы, все ваши альфы будут там отражены. Я осознал, что с системным подходом в голове можно рассматривать любую деятельность в любом проекте, да и всю жизнь, в принципе, свою, с утра до вечера, как набор практик, как набор методов. И вот по этим практикам формируется чек-лист работ, то есть системы, метод, практики, которых множество, работы, которых еще больше, чек-лист. И таким образом жизнь сводится к четкому и понятному, решение любой проблемы, любая жизнь сводится к чек-листу работ, которые тупо надо выполнить с получением нужных рабочих продуктов. Полная ясность и красота. Яснее ничего быть не может. И все это позволяет сделать наведение внимания на понятие. А вот сам этот набор практик и ролей, то есть метод и набор работ, уже зависит от целевой системы вашего проекта. И выбор целевой системы вашего проекта, алгоритма нет, системное мышление не дает его, не дает правильных ответов, но оно предоставляет алгоритм выбора. Это всегда гипотеза предпринимательская, это предпринимательство, здесь нет правильных ответов, это всегда риск. Но алгоритм отсечения ошибочных гипотез системное мышление дает мощнейший. Легко можно проверить вашу гипотезу по поводу целевой системы, начиная с ее воплощения в физическом мире, ее граундинга, ее связи с внешними проектными ролями, на соответствие понятия системного подхода и отбросить явно ошибочные. И вы не сможете не выбрать гипотезу, которая наилучшим образом пройдет критики, и вам придется командой согласиться с ней и начать ее воплощать правильным методом. И эта гарантия системного мышления заставит вас делать правильно. Таким образом, она снизит шансы на неуспех вашего проекта. Или покажет, что вы зашли в тупик и проще проект закрыть, потому что дальше вы просто движетесь к бетонной стене, которая вас ждет уже, но вы просто ее не видите. Системное мышление вам ее приблизит хотя бы визуально. Какие еще перемены случились за время освоения руководства? Изменился режим дня. Теперь я пробуждаюсь без будильника в 7 утра, отхожу ко сну ровно в полночь, не позднее. Раньше это бывало 2-3 часа и вставал не раньше 10. Определил источники качественной информации, которые поступают картины мира в мою голову. Это руководство, МИМ, это книги и лекции из окружения. Приблизилось к нулю время, которое терялось мной годами при просмотре новостей и соцсетей, комментариев блогеров, которые ничего, кроме плохих эмоций и отвлечения внимания и потери времени не давали. Я это понимал, я не знал, как с этой проблемой справиться. Теперь я знаю, теперь у меня есть более важная задача, и мне наплевать на то, что происходит вся эта суета, эта пена, потому что гораздо более важные и глобальные вещи мое внимание сфокусировано, которые точно мне помогут в этой всей пене новостей, отвлекающей внимание, сформировать свою жизненную стратегию. Наведено и удерживается внимание в проектах на этичности, то есть на учете интересов внешних и внутренних проектных ролей, на рисках проектов, начиная с жизненных, и шкуре на кону. Я осознал, что окружение, то есть физическое и социальные среды, они являются такими же системами создания для меня, как целевой системы. Это тоже было открытием. При этом они, парадоксальным образом, выбраны мной добровольно, я сам впустил их в свою жизнь. И теперь в отношении каждого физического объекта, который я встречаю ежесекундно перед лицом, и каждого человека, каждого сообщества, который я привлек в свою жизнь, даже виртуально, даже в виде его контента на YouTube,
я задаю себе вопрос, как я допустил, что он, что вот это вот, или он, она появились в моей жизни, я это сам создал, и устраивает ли это меня, не хочу ли я это изменить. Вот здесь все увлекающиеся личностным ростом сразу поняли, что это не что иное, как знакомое им по книжкам принятие стопроцентной ответственности за слой своего мира, выражаясь в терминологии трансерфинга реальности, за свою жизнь. Все, что вы создали сами добровольно это окружение, и это можно изменить, понимая зачем. Кого-то, может быть, устраивает. Ну и, конечно, 8 практик саморазвития. Систематическое медленное чтение, мышление письмом, мышление проговариванием, формирование окружения, стратегирование, планирование, инвестирование, учет времени, организация досуга. Освоены мной. Хочется надеяться на уровне объяснения. Забегая вперед, скажу, что я сейчас завершаю осваивать стратегирование и планирование. И дальше планирую перечитать руководство практики саморазвития, потому что уже вижу, что многое я упустил. По 8 практикам я сформировал черновики, в каждом из которых я собираю материал. Я задал чату GPT вопросы относительно дисциплин теории, которые поддержаны эти практики. Он выдал мне массу философской литературы, то есть у меня есть список книг, которые читать, списки неудовлетворенности, которые могут быть закрыты этими практиками, списки затруднений, списки рабочих продуктов, входящих, внутренних и выходных. Это особенно ценнейший оказался кусочек курса. Теперь, резюмируя все это, я смотрю на человеческую деятельность не только как экономист австрийской школы, владеющий проксиологией, 15 лет ее изучающий, не только как либертарианец, как сторонник принципа неагрессии, не только как сторонник политической философии анархокапитализма, то есть чистой рыночной анархии, но и взглядом создателя, начинающего инженера, чего я никогда не мог представить. Мне казалось, что инженерия — это что-то такое скучное. Но это так, потому что системное мышление — это про создание всего, это про создание клиентов, это про создание продукта, это про создание организации. Мы только занимаемся тем, что созданием систем в этом мире, экономика сообщества. Здесь меня поддержит Сиена. Начиная с создания себя, с собственного жизненного мастерства, мыслительного, методологического, ролевого, собранности, саморазвития, ухода за собой и так далее. То есть взгляд создателя включился, и взгляд методолога, взгляд на деятельность, рассмотрение всего происходящего с точки зрения деятельностных ролевых интересов окружающих меня людей. Теперь каждый, кто со мной разговаривает, первый вопрос, который у меня возникает: а в какой роли, с каким интересом, в какой целевой системе, в каком проекте он со мной говорит? Какие термины он использует? Какова его картина мира? И как мне говорить с ним на ролевом языке, а уже потом думать про личность. Я понял смысл фразы «не переходить на личность». Для меня он был непонятен. Это разделение личности как агента в роли и роли как деятельностной функциональной системы. Это же разные вещи, потому что личность со своими неудовлетворенностями встает в роль, начинает делать действия. И вот тут у него появляются интересы. По большому счету нам не важна личность. Нужно говорить с ролью о роли, о качестве игры им роли, то есть метафора театрального режиссера. Как ты, Вася, играешь роль Гамлета? Мы не про Васю говорим, что Вася там алкоголик или, не знаю, у него проблемы с семьей. Вася плохо произносит фразу to be or not to be, с черепом или нет. Насколько он цепляет зрителя. Вот о чем надо говорить. Мы не переходим на личности Васи. Мы обсуждаем его ролевое поведение, его ролевые интересы. К черепу Гамлета сразу почему-то вспоминается Высоцкий. Ну и в качестве ремарки дополнительной отмечу глубокое удовлетворение по поводу того, что освоению системного мышления невероятно помогает владение английским языком, навык чтения больших серьезных книг, который, к сожалению, утрачен не только поколением после 2000 года, но и многими коллегами из даже нашего поколения иксов или игреков. И навык слепой печати на 2 языках, на русском и английском, который я освоил 2 года назад. Вот это вот здорово помогает. Хотя, конечно, и без этого можно. Такой был мой отчет об освоении руководства системное саморазвитие от мастерской инженеров-менеджеров, бывшей школы системного менеджмента. Ссылочка моя, если вы заинтересовались, хотите также, пожалуйста, по ней проходите в описании под этим видео. Текст того, что я произнес, не полный, а сжатый, можно прочитать в моем посте в клубе МИМ. И обратите внимание на сервис Александра Павлица, который был моим своеобразным учителем и ввел меня в течение этих 10 лет в системное мышление. Он разработал сервис, который помогает вам, не владея системным мышлением, разобраться, что же у вас в проекте происходит с точки зрения понятия системного мышления. И Саша навел порядок во многих проектах, в которых он... Потому что невозможно, человек, который попадает в системное мышление в голове, попадает в команду, он
в принципе не может не начать пропитку других людей системным мышлением и заставит их думать правильно. А это означает порядок. Ну, либо закрытие вашего проекта, если вы осознаете, что вы там творите дичь и просто сливаете бюджет инвесторов или свои собственные. Будьте осторожны. Я Евгений Романенко, это мой YouTube-канал. Подписывайтесь, и дальнейшие отчеты о дальнейших руководствах в соответствии с личной траекторией развития не заставят себя долго ждать. Пока.